Всем добрый день! Сегодня хочу ответить на один вопрос. Вопрос выбрала из ваших комментариев. Почему именно этот вопрос? Потому что мне кажется, что ситуация, описанная в вопросе, это стандартная ситуация после протезирования колена. То, что очень часто вижу я и в реальности, когда прихожу к моим пациентам. Итак, внимание, вопрос. Надежда, добрый вечер. 12 мая сделали операцию ЭКС, коленный сустав, да, протез коленного сустава. Смотрю ваши полезные ролики и делаю упражнения. Пока фаза 1. Сгибание пока примерно 75. С разгибанием тоже работаю. Очень сильный отек в лодыжке и стопе. Прикладываю лед после упражнений, но нога мерзнет. Да, еще и в квартире холодно. При упражнении сгибание колена плохо получается, так как повязка не пускает ногу для сгиба. Швы еще не сняли. И еще вопрос. Когда подтягиваю ногу с внутренней стороны колена, щелкает и как будто что-то цепляется. Даже визуально это видно. Очень меня это волнует. Что это может быть и пройдет ли? Дело в том, что до операции у меня было точно так же. Итак, отвечая на этот вопрос по порядку. Протез коленного сустава 12 мая. Получается, что мы сейчас в конце мая, примерно 2 недели после операции. 2 недели после операции протез коленного сустава. Смотрю ваши упражнения. Так, пока фаза 1. Все правильно. 2 недели после операции мы делаем фазу 1, которую, как вы помните, мы начинаем с первых дней после операции, желательно еще в больнице. И продолжаем делать и по возвращению домой 2 раза в день. Так что все правильно. Примерно до 6 недель мы делаем первую фазу. 4-6 недель. Сгибание пока примерно 75 градусов. По поводу сгибания, 2 недели после операции 75 градусов, это неплохо, это, в общем-то, даже, я бы сказала, хорошо. Плюс, учитывая, что я так понимаю, что у вас сохраняется еще отек в ноге, то да, это неплохо 75 градусов, но хочу напомнить, что это не совсем то, что мы хотим видеть. В первой неделе все-таки постарайтесь добиться 90 градусов в первой неделе после операции. Следовательно, продолжайте делать упражнения на сгибание колена. Далее, с разгибанием тоже работаю. Вот здесь меня немножко, как сказать, тревожит то, что вы это написали, потому что за разгибанием старайтесь следить прям с первых дней после операции. Если сгибание, скорее всего, нам удается разрабатывать в течение первых недель, даже если в начале сгибание идет туго, но с упражнениями оно все-таки разрабатывается. Тогда как разгибание колена, если в первые дни не следить, если в первые дни не начинать делать упражнения, базовые упражнения, плюс желательно добавить дополнительные упражнения на разгибание колена, то потом могут быть проблемы. Поэтому сгибание хорошо, что 75, можно оставить на сгибание, я бы сказала, 1-2 упражнения, а вот с разгибанием я бы добавила 3-4 хороших упражнения на разгибание. Дальше, отек сильный, отек в лодыжке и стопе. Прикладываю лед после упражнений. Здесь давайте разберемся. Есть понятие отек, есть понятие боль. И у нас есть основная рекомендация – это прикладывание льда. Я вам хочу напомнить в очередной раз, что лед не снижает отек в вашей ноге и в колене. Лед помогает не возникать новому отеку. Поэтому да, хорошо прикладывать лед после упражнений. Это поможет вам снизить боль и поможет не возникать новому отеку, то есть не отекать колену ноги еще больше. Но это не поможет снизить отек, который уже спустился, который уже присутствует в ноге, либо в колене. Поэтому рекомендация следующая. Да, это хорошо, что вы прикладываете лед после упражнений 2 раза в день, минимум, да, в первой неделе, а то и больше. Мы прикладываем каждые 2 часа в первой неделе. Но для отека хорошее упражнение – это упражнение лежа, нога на возвышении, да, мы совершаем движение стопой вперед-назад.
4-5 раз в день, прям 4-5 раз в день. Я потом написала этой подписчице, она мне ответила, что она, да, делала несколько раз, но несколько раз за 2 недели, это считайте, что ничего. Мы делаем 4-5 раз в день, опять же, нога на возвышении, да, все, как я показывала, 10 минут, даже иногда, если отек очень сильный, если он мешает реабилитации, я прям говорю, давайте вот на последующие 3 дня, там я возвращаюсь 4 дня, через 4 дня, на последующие 3-4 дня делайте упражнения только на сгибание и разгибание, там минимум там 2-3 упражнения. Все остальное время делаем вот это упражнение нога на возвышении. Как правило, 97-98% случаев, когда я возвращаюсь через 4 дня, нога, отек снижается хорошо, так прилично, визуально, пациент доволен, пациент счастлив, и вот тогда мы начинаем делать упражнения. Чем дальше, я вам скажу, ждать, чем дальше ждать, ничего не делать для снижения отека, тем сильнее потом с ним бороться. Читаем дальше, да. При упражнении сгибания плохо получается, так как повязка не пускает ногу для сгибания. Имеется в виду, что, да, 2 недели, но у нас через 10 дней снимают вот этот пластырь, повязку, да, где идет разрез. Что мы делаем? Мы все равно делаем упражнения. Мы делаем упражнения на сгибание лежа, подтягиваем с помощью пояса, и мы делаем сгибание сидя, сгибание ноги с помощью второй ноги. Я вам скажу, что вот уже почти 4 года я работаю с колени, да, вот протез колена, все эти операции с повязкой. Никогда я не видела, чтобы из-за упражнений шов разошелся, тем более под пластырем. Бывают случаи, когда как только сняли пластырь, вот как только бывает, там прям вот я прихожу, вот только что сняли эту повязку, да, пластырь, то есть рана совсем свежая, тогда да, я могу сказать, ну давайте немножко аккуратнее, там 1-2 день после того, как сняли пластырь, но все равно мы делаем упражнения, тем более если пластырь на месте, это никак не раскроет ваши колено, не переживайте, делайте ваши упражнения. Был у меня один случай, когда шов раскрылся, но мадам, женщина, она упала на свое колено на кухне на плитку, на пол. То есть она действительно ударила колено, было очень много крови, шов разошелся. Но это был единственный, наверное, случай, который я вот припоминаю, когда у меня в моей практике разошелся шов. Поэтому не бойтесь, делайте упражнения на сгибание. Еще вопрос, когда подтягиваю ногу, да, по поводу того, что что-то щелкает под коленом. Вы написали, что это было еще до операции. И я, к сожалению, не могу точно сказать, что это щелкает. Возможно, это у вас произошли какие-то изменения, не знаю, на уровне, ну, сустав убрали, да, получается, там протез. Ну, получается, может быть, на уровне связок, сухожилий, мышц, не знаю, что-то за что-то заходит и щелкает. Рекомендация, опять же, первая рекомендация, которую я вам могу дать, это если это не доставляет вам боли, то, в принципе, ничего страшного. Если есть боль, то желательно обратиться к врачу, проконсультироваться. Очень часто колено щелкает и после операции в первой неделе, но, как я уже неоднократно говорила, как правило, это связано с отеканием. У нас возникает отек, возникают в этом как жидкость, да, отек, маленькие пузырики, которые лопаются, газы, если не знаю правильно сказать, как газ, которые действительно лопаются при выполнении упражнений. Происходит такой эффект пощелкивания, щелчков в колене. Иногда он даже слышится как внешне, то есть я слышу, иногда это только пациент слышит. Но опять же, как правило, эти щелчки не доставляют никакого неудобства. И опять же, если речь идет первой недели после операции, то со временем эти щелчки проходят по мере того, как снижается отек. Кстати, есть и другие причины, почему это может быть щелканье в колене, но я не буду сейчас углубляться в эту тему. Скажу вам, что если речь идет о первых неделях после операции, то, скорее всего, причина именно в отекании сустава. Все, я ответила на этот комментарий. Ситуация стандартная, классическая. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите под этим комментарием. Прощаюсь с вами. Всем до следующих роликов. Всем пока.